Вот вы отправили сообщение, открыли видео, спросили что-то у нейросети. И в этот момент ваши данные, возможно, уже пересекают целый океан за доли секунды. Каким образом? Если спросить у случайного человека на улице, скорее всего он скажет «через спутники». И даже это звучит разумно. Спутники висят над планетой, видят все континенты сразу, кажутся идеальным посредником между странами. Но это не так. 95 с лишним процентов мирового интернета идет не через космос, а по дну океана, по кабелям, которые буквально лежат на морском грунте. Через эти кабели проходит почти все. Переписка, банковские переводы, видеозвонки, облачные хранилища, работа дата-центров, весь тот цифровой мир, который мы привыкли считать чем-то бесплатным. Но вот что особенно сложно укладывается в голове. Многие из этих кабелей по толщине не больше садового шланга. На них держатся банки, биржевые торги, военные системы связи, все крупнейшие ИИ-компании и, по сути, вся современная цивилизация. Тогда возникает вопрос, который должен был прийти вам в голову еще минуту назад. Почему за всю историю интернета просто никто не взял и не перерезал эти кабели? Чтобы ответить на вопрос, придется вернуться в позапрошлый век, в эпоху, когда об интернете и речи не было. Но сама идея соединить берега проводом уже родилась. Произошло это в середине 19 века, когда люди научились передавать сообщения быстрее, чем плыли корабли. Речь о телеграфе. До этого письмо из Европы в Америку шло неделями. Его везли на судне через Атлантику, а значит, все зависело от погоды, маршрута, удачи капитана. Телеграф перевернул само понятие расстояния. Сообщение теперь летело по проводу почти мгновенно. По меркам 19 века, конечно. Но оставалась одна загвоздка. Атлантический океан все еще разделял и Европу, и Америку. И тут инженеры выдвинули идею, которая многим показалась откровенным безумием. Проложить провод прямо по океанскому дну. Сейчас это звучит как сложная, дорогая, но в целом понятная инженерная задача. А в середине 19 века это было примерно то же самое, что сегодня предложить построить город на Марсе. Тем не менее, в 1858 году первый трансатлантический телеграфный кабель был проложен. Его длина составляла около 3200 километров. Когда работы завершились, королева Виктория отправила президенту США поздравительную телеграмму. Сообщение шло около 16 часов. Сегодня оно бы дошло за доли секунды, но для того времени это было настоящее чудо. Два континента впервые заговорили практически напрямую. Праздновали недолго. Через несколько недель кабель отказал. Огромные деньги, годы подготовки, амбиции двух государств – все это в буквальном смысле осело на дне океана. Многие тогда решили, что идея провалилась навсегда. Но на самом деле все только начиналось. Прошло более 100 лет. Появились компьютеры, появились локальные сети, появился интернет. И человечество снова уткнулось в ту же самую стену. Как соединить континенты? И снова многие были уверены, ответ – спутники. У спутниковой связи, однако, есть одна врожденная проблема – расстояние. Даже свету требуется заметное время, чтобы долететь до орбиты и вернуться обратно. Для загрузки обычной странички это, пожалуй, не критично. Но когда речь о банковских операциях, видеозвонках, биржевых сделках или синхронизации дата-центров, счет идет на миллисекунды. И каждая из них на вес золота. Поэтому человечество, по сути, вернулось к старому решению – кабелям. Только теперь внутри них бежали не электрические сигналы телеграфа, внутри них бежал свет. На сегодня свыше 95% международного интернет-трафика проходит именно по подводным линиям связи. Через них идут ваши переписки, видео на YouTube, файлы из облака, поисковые запросы, работа алгоритмов искусственного интеллекта, колоссальные объемы данных между дата-центрами на разных континентах. Интернет принято считать чем-то невесомым, почти нематериальным. На деле он, на удивление, физический объект. Он лежит на дне океана. И здесь нас ждет первый сюрприз. Когда люди пытаются представить подводный кабель, в голове обычно рисуется что-то монументальное. Труба с размером с автомобильное колесо, бронированный тоннель, нечто почти неуязвимое. Реальность куда более странная. В сердцевине такого кабеля находятся оптические волокна, каждое тоньше человеческого волоса. И именно по ним движутся данные. Не электричество, свет. Ваши сообщения превращаются в последовательность световых вспышек,
Эти вспышки проходят сквозь тончайшие стеклянные нити, пересекают тысячи километров под водой и на другом берегу превращаются обратно в данные. Получается, что когда вы отправляете что-то через океан, оно физически путешествует в виде света. Снаружи это все укрыто слоями пластика, меди, гидроизоляции и стальной брони. Но степень защиты сильно зависит от участка. Возле берега, где курсируют суда, забрасывают якоря и работают рыболовные траулеры, кабель делают предельно прочным, а иногда еще закапывают в морское дно. А вот на глубине нескольких километров он часто гораздо тоньше, просто потому что там не бывает людей. Нет якорей, нет тралов, только темнота, давление и тысячи километров пустого дна. Раз океан настолько непредсказуем, логично спросить, почему бы просто не тянуть такие кабели по суше? На первый взгляд это решение выглядит проще во всем. Легче ремонтировать, легче охранять, легче строить. Но загвоздка не только в технике, она в географии и в политике. Представьте кабель, который нужно проложить из Лондона в Сингапур по земле. Ему придется пересечь территорию десятков государств, и каждая из них может потребовать разрешения, ввести свой тариф, контролировать транзит, а в теории и просто отключить связь в любой момент. Получается странная вещь. Океан часто оказывается надежнее суши, поэтому интернет предпочитает не петлять через границы десятков государств и уходит под воду. Сама прокладка такого кабеля – это отдельная многолетняя инженерная операция. Сначала специалисты годами изучают будущий маршрут, проверяют рельеф дна, подводные хребты, тектонические разломы, вулканические активные зоны, районы интенсивного рыболовства и места, где суда чаще всего бросают якорь. Ошибка в выборе пути может стоить сотни миллионов долларов. Современный межконтинентальный кабель – один из самых дорогих шнуров на планете. Стоимость отдельных проектов измеряется сотнями миллионов долларов, а у крупнейших систем переваливает за миллиард. После всей этой подготовки в море выходит специальное кабелеукладочное судно, но это не обычный корабль. Он способен взять на борт тысячи километров кабеля за один рейс. Кабель медленно сматывает с барабанов и опускают на дно. Иногда судно движется со скоростью всего несколько километров в час. У берега подводные плуги заглубляют кабель в грунт, а на больших глубинах его, как правило, просто аккуратно укладывают на морское дно. И именно тут начинается следующий поворот этой истории, потому что кабели рвутся регулярно. Не раз в столетие, не только во время войн, и далеко не всегда из-за диверсий. Ежегодно в мире фиксируют десятки, а порой и сотни повреждений подводных кабелей. И причины этих повреждений, на удивление, прозаичны. Якорь корабля, рыболовный трап, подводный оползень, землетрясение, неудачный маневр судна. Получается, что главный враг глобального интернета не хакер, не спецслужба и не подводная лодка, а обычный судовой якорь. И здесь вопрос становится по-настоящему интересным. Если обрывы случаются так часто, почему интернет не отключается каждый месяц? Дело в том, что он устроен не как одна дорога, а как огромная сеть дорог. Перекрыли одну трассу, машины находят объезд. Интернет работает почти так же. Когда один кабель выходит из строя, данные просто перенаправляются по другому пути. Иногда через соседний кабель, иногда через другую страну, иногда через другой океан вообще. За этим стоят системы маршрутизации, и одна из ключевых называется BGP. Это протокол, который помогает десяткам тысяч независимых сетей по всему миру договариваться, куда перенаправлять трафик в какой конкретный момент. Стоит одному маршруту стать недоступным, и пути перестраиваются сами. Ваш запрос может неожиданно пойти на тысячи километров дальше обычного. Вы открываете сайт, он загружается, может быть на секунду медленнее, чем обычно, а за этой секундой целая перестройка маршрута в обход поврежденного участка. Вы этого никогда не замечаете, но сеть постоянно пересобирает саму себя на ходу. Это, впрочем, не значит, что система неуязвима. Один поврежденный кабель обычно не рушит связь, но у мировой сети все-таки есть узкие места. Точки, где сходятся сразу множество критически важных линий. Красное море, Суэцкий коридор, Малакский пролив, воды вокруг Тайваня, отдельные береговые станции, куда заходят сразу несколько кабелей. Через эти зоны проходит огромная доля всего мирового трафика. И если там одновременно повреждается несколько кабелей сразу, последствия чувствуют сразу целые регионы.
Так, в 2008 году обрыв сразу нескольких кабелей у берегов Египта вызвал серьезные сбои связи в ряде стран Ближнего Востока и Азии. Этот случай стал важным уроком для всей отрасли. Интернет глобален по своей природе, но в физический мир он входит через вполне конкретные точки. Через побережья, через проливы, через береговые станции, через кабели, которые можно повредить вполне обычным способом. И тут естественным образом возникает следующий вопрос. Кто это все охраняет? Когда говоришь об инфраструктуре, от которой зависят банки, армии, биржи и правительства, представляется что-то вроде секретного международного флота. Корабли, радары, постоянные патрули у каждого кабеля. На деле такой охраны интернета не существует. Защита строится совсем иначе, и она состоит из нескольких слоев. Во-первых, это избыточность, то есть запасные маршруты на случай обрыва. Во-вторых, постоянный мониторинг. Операторы следят за состоянием линий и быстро видят падение сигнала. В-третьих, отслеживание движения судов, особенно у берегов и в зонах активного рыболовства. И, наконец, существуют специализированные ремонтные суда. Когда кабель рвется, такое судно выходит в открытый океан, иногда за тысячи километров от ближайшего порта. Экипаж должен найти точное место аварии, поднять кабель со дна, порой с глубины нескольких километров, устранить повреждения, проверить сигнал и снова опустить кабель на место. Звучит как сюжет из научной фантастики, но для отрасли это самая обычная рабочая практика. В последние годы в этой истории появился еще один заметный поворот. Раньше подводные кабели прочно ассоциировались с государствами и крупными телеком-операторами. Сегодня же огромную роль здесь играют технологические гиганты. Google, Meta, Microsoft, Amazon. Они вкладывают в подводную инфраструктуру миллиарды долларов. Причина довольно простая. Их дата-центры ежедневно обмениваются между собой колоссальными объемами информации. Видео, фотографии, поисковые запросы, резервные копии, облачные вычисления, модели искусственного интеллекта. И тут возникает забавный и почти парадоксальный момент. Когда вы открываете YouTube, данные вполне могут идти по кабелю, который частично принадлежит самой Google. Когда вы загружаете фотографию в облако, она может пересекать океан по инфраструктуре, которую построили не государства, а крупные технологические корпорации. Интернет по-прежнему воспринимается как общее, ничейное пространство, но его физические дороги все чаще принадлежат крупнейшим компаниям планеты. Есть и еще одна причина, по которой кабели имеют такое значение – скорость. Но не та, что указана в тарифах вашего провайдера, не мегабиты в секунду, а задержка сигнала – миллисекунды. Для обычного пользователя разница в пару миллисекунд почти неощутима, а вот для финансовых рынков, биржевых алгоритмов и крупных дата-центров эта разница способна стоить миллионы долларов. Поэтому компании готовы платить огромные деньги, чтобы проложить кабель по более короткому пути. Не самому удобному, не самому простому в строительстве, а по самому быстрому. Несколько миллисекунд экономии вполне способны стать конкурентным преимуществом. И поэтому прямо сейчас на дне океана идет одна из самых дорогих гонок в истории человечества – гонка за время, которое человек физически не способен почувствовать. Если эти кабели настолько важны, известны ли их точные маршруты? Частично да. Существуют открытые карты подводных кабелей, на которых видно, как континенты соединены тонкими линиями, но далеко не все детали публикуются. Точные координаты некоторых участков может оставаться закрытыми, особенно рядом со стратегическими объектами, военными зонами, крупными дата-центрами и важными береговыми станциями. Чем критичнее инфраструктура, тем меньше о ней принято рассказывать. В этом и есть своя ирония. Мы пользуемся интернетом каждый день и привыкли воспринимать его как воздух. Но значительная часть его физической основы остается практически невидимой. Сегодня много говорят о будущем интернета в космосе, о спутниковых сетях, о Starlink, о глобальном покрытии там, где никогда не было ни кабелей, ни вышек. И это действительно важная часть будущего. Но здесь и сейчас мировой интернет держится не на спутниках. Он держится на сотнях тонких нитей, лежащих в полной темноте на глубине нескольких километров. На кабелях, которые прокладывают специализированные суда, на инженерах, рассчитывающих маршруты на годы вперед,
на ремонтных командах, выходящих в открытый океан по первому сигналу аварии, на маршрутизаторах, которые каждую секунду ищут обходные пути, и на целой системе, которую никто никогда не видит. Мы привыкли представлять интернет как облако, но облако — это всего лишь образ, метафора. На самом деле интернет вполне физический объект. Стеклянные волокна, медные жилы, стальная броня, береговые станции, серверные залы и океанское дно. Каждый раз, когда вы отправляете сообщение, смотрите видео или задаете вопрос нейросети, ваши данные проходят путь, который когда-то казался невозможным. Через континенты, через океан, через полную темноту в виде света. И, возможно, прямо в эту секунду частица вашего цифрового мира движется по кабелю, лежащему на глубине нескольких километров под водой.